Всем привет! Давайте мы сегодня посмотрим прекрасную даму от компании Jidon Shinsi. Название серии «Ветер и луна тысячелетия» или на китайском «Фэн Юэ Цян Нян». Компания Jidon вам, скорее всего, уже знакома по таким блайндам, как «10 тысяч план побегов» и «Сицилийские собаки». Причем, мне кажется, по собакам компания больше прославилась, чем по побегам. Мне кажется, что собака обязательно есть у каждого. И причем не одна, и даже у меня эти собаки были, но я их продала, потому что очень маленький формат. Насколько я помню, побеги 1/12, собаки 1/8. Офигенные. Просто офигенные. Но очень маленькие для меня. А я все-таки с формата 1/3. И вроде бы и супер классно, и нравится, но такие маленькие. Поэтому вот этих дам я очень ждала. Они формата 1/6. Ура! Конечно, хотелось бы побольше, 1/5, как некоторые компании выпустили. Но ждем, надеемся, хотя бы уже 1/6, уже радуемся. Так, коробка. Что-то тут на китайском, традиционное. Вся серия. Лимитка 1/60. С лимиткой я, кстати, там не совсем поняла моменты. Но могу рассказать так, что до старта продаж за несколько дней компания предлагала купить вот эту лимитку и вот такую мадам в альтернативных расцветках. То есть свободная была продажа. То есть мы, конечно, тебе все рады. Давай-ка ты отсюда это свалишь. Давай, 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 кошка. Потом в сам старт продаж вот этих лимиток уже больше не было свободной продажи. Старт продаж 6 июня. Компания заявила, что будет на всех платформах продавать. Всего сделано 3000 паков. Как бы понимаете, 3000 это не очень много. Они на собак примерно столько же заявляли, и собак разобрали прям моментом. То есть я, да, успела купить собак с бонусами, но их разобрали там буквально минут за 5, за 5, за 10. Вот уже не помню, это было больше года назад. А дамы так и висят. При этом их много у китайских пользователей, их много у иностранных уже пользователей, их уже и в других магазинах. Либо дамы непопулярные, либо кто-то немножко лукавит о том, что их всего 3000 было напечатано. Так что давайте оставим это на совести компании. Главное, что у нас есть прекрасные дамы китайских династий. Коробку посмотрели, открываем. Я, честно сказать, уже подсмотрела, кто там. Так, чтобы мне так было легче, ну и тем более. Не люблю элемент сюрприза в том плане, что а вдруг пустая коробка, а вдруг брак, а вдруг еще что-то. А на обзор не хочется. Тем более это уже не первые дубли, это уже 150-й пересъем, и хотелось бы хотя бы, чтобы там была кукла. Так, так, так. Что у нас тут? У нас тут вот всего сколько много. Давайте начнем по порядку. Так, ну, с бумажной продукции. Буклеты. Буклет тела. Так, так. Стандартный буклет, как выпускает компания. Кто помнит, у собак ровно такой же, только в черном цвете. Так. Открытка с самой прекрасной дамой. Окошечко. Арт. Так, убираем. И вот такая красивая, кстати, закладка. С какой-то прослойкой непонятной бумаги. Мне вот напоминают это шторы китайские, азиатские всякие. Помните, как постоянные мемы, там котик прыгает в стену, в эту шторку влетает, и потом в стене дыра. Вот чем-то мне вот это вот напомнило. Не знаю, оно, не оно. Похоже. Так, это мы убрали. Что у нас тут еще? Затылок, лапки, одежда. Так, пока в сторону убираю. Давайте начнем с самой куклы. Посмотрим поближе лицо. Так, лицо, прическа. Глаза у кукол этой серии вставные. Компания собак сделала со вставными глазами. Остальных я, честно сказать, не знаю. Побеги были не со вставными глазами. Вот других я, честно сказать, не помню. Дамы у нас опять же с глазами вставными. Прическа, хвостик, тело. Тело у нас шарнирное. В тело вставлена проволока для устойчивости. Сейчас натяну от натяжь. Так, так. У руки у нас тоже вставлена проволока. Проволоку я доставала с одной из кукол. Как достала, так и вставила обратно. Потому что не держит позы.
кривится, гнется, а так она хотя бы у вас будет стоять красиво. Ну, по шарнирам мне все очень-очень нравится. Так, можно так согнуть. Кстати, в бедре хороший шарнир. Ну, кстати, да, вот прям смотрите, можно ее посадить, так вот согнуть. Фишка компании, естественно, пяточки. Сейчас поближе. Вот они, пяточки. Еще и по собакам многих могли увидеть, запомнить. Вот эти вот. Как декоративный эстетический элемент, это красиво. Как функциональный, ну, честно сказать, я не знаю. Потому что я пробовала одевать другую обувку от других кукол. Ну, как-то особо мне эта пяточка ничем не помогла. Хотя я, опять же, ограниченно мерила. Так, лапки, все у нас двигается, все у нас прекрасно. Отличная подвижность, отличный размер. Само тело 22 не забываем, плюс еще голова. Так, даму мы убираем, смотрим, что у нас тут по одежде. Перед обзором я, естественно, подготовилась, почитала. Данная дама у нас относится к династии Сун. Мне, конечно, ни о чем не говорит, может быть, это о чем-то скажет вам. Ну, я хотя бы постаралась чуть-чуть. Это все, что я запомнила. Так, туфли. Распаковала. Цветок лотоса. Так, ханьфу. Тоже, наверное, ханьфу. Честно, очень извиняюсь перед всеми. Никого не хочу оскорбить, но китайский наряд я очень плохо знаю, как бы я бы его не пыталась учить, как бы я не пыталась его детали разбирать, у меня все равно с этим все плохо. Для меня все ханьфу. Юбка, топ, шарфы, накидки, не знаю, как их правильно назвать. Так, давайте одеваем даму. Парик снимаем, лицо убираем для удобства. Так, видим, что у нас здесь крепление. Можно снять крепление и одеть другую голову. Видела уже гибридизацию. Не подскажу, кого с кем. Мне скидывала эта подруга. Выглядело интересно, но мне, в принципе, сами эти тела нравятся. Начинаем с юбки. Юбка у нас так на металлических кнопочках. Кстати, одежда в этой серии сделана очень круто, в отличие от собак. Давайте вспомним, насколько крутые собаки, насколько у них не крутая была одежда. А здесь мне прям очень нравится. Качество юбки офигенское. И красиво прошито, и ткань сама по себе красивая, и покраска ткани качественная. Ну, в общем, компания очень сильно шагнула вперед. Вспомним, как ругали побегов, потом вспомним, как ругали частично собак, но собаки уже были сами по себе хорошо выполнены, а вот одежда у них была так себе. А здесь уже у нас все идеально. Ну, во всяком случае, для меня. Не знаю, как для вас. По-моему, здесь цена и качество очень-очень даже соответствуют. Так, топ одели. Небольшой лайфхак. Если вы смотрели распаковку данной куклы у компании, то вы видели, что сначала одевается вот эта вот часть, потом просовывается вот это. Я решила действовать по-другому. Я сначала просовываю рукава. Раз. Так. Два. Вот, мы все просунули. Теперь одеваем на саму куклу. Так, наряд мы одели. Голова, так, хвост на плечо. В пазик попасть. Так, сейчас. Ага, в паз я попала прической. Так, лицо. Попало лицо, закрепила. Прическу сверху одеваю. Так, ага, одела. Так, обувка. Кстати, обувку мерила на других кукол. Обицу 26 подходит. Подошла, по-моему, Мамока. А вот в обратную сторону ей не очень подошло. Так, поближе. На вот эту вот красоту, на эти прекрасные одежды, на эту культурную ценность. Я бы, наверное, так бы сказала, культурно-историческую ценность. Интересная задумка. Интересно, нас решили познакомить с историей Китая. Эстетично, красиво, продумано. Цветок лотоса. Лапку в деле. Вот, смотрим. Супер красивая дама у нас готова, одета. Что у нас еще к даме? Шарфы. Не буду я их одевать. Долго, муторно, и как-то у меня с ними не очень получается. Убираем.
затылок. Уже ранее я сказала, что я купила на старте продаж, и поэтому мне достались бонусы, такие как затылок, пустые лица без макияжа, прически прозрачные, не крашеные. Лапки, кстати, стандартные в наборе. То есть лапки они обязательно идут. Вот могу показать. У меня вот эти прически уже покрашенные. Для меня это отдельно было интересным опытом. Лица я покрасить сама не смогла, а вот волосы я с удовольствием покрасила. Кстати, если вам не достались прически и лица, то компания выложила опять свой 3D-файл лица, так что лица вы хотя бы можете скачать, сами напечатать и расписать, как вам интересно. Ну, с прическами, к сожалению, так не получится, но если все-таки затылок у вас входит в комплект, то вы вполне можете спокойно одеть затылок и приобрести парик. Парик можно приобрести спокойно. Да, опять же, смотря у китайцев весьма классные тоже прически для этих дам. Хотя мне больше такие волосы нравятся. Здесь на вкус и цвет фломастеры разные. Здесь можно не укладывать, можно расписать по-другому, но, с другой стороны, с живыми волосами всегда выглядит интереснее. Тут уже как вам нравится. Даму мы посмотрели. Спасибо вам за то, что вы меня послушали мой бред. Пишите, ожидаете ли вы таких кукол, пишите свое мнение, интересно ли вам посмотреть других серий, что вы еще от компании ожидаете, побольше, поменьше, или опять вы ждете собак, кстати, там жить, какая-то новая серия наподобие собак сейчас выходит. Пишите, ставьте лайки. Всем пока-пока.